Если ваши ногти слоятся, ванночки или маникюр вам не помогут. Проблему нужно устранять изнутри, и делать это важно как можно скорее. Слоящиеся ногти – это индикатор, указывающий вам на недостаток железа, биотина, витамина D или кальция. А это не только ногти, но и волосы, кости, кожа и много чего еще. Решать данную проблему правильнее всего в 3 этапа. Или, если сказать иначе, вы делаете шаг, смотрите на результат и делаете выводы. Итак, шаг 1. Частой причиной слоящихся ногтей может быть низкий уровень железа или биотина. Биотин – это водорастворимый витамин группы В. Чтобы проверить это, просто увеличьте потребление продуктов с железом и биотином, и спустя неделю-две посмотрите на результат. Состояние ваших ногтей должно улучшиться. Если это так, то просто откорректируйте рацион питания, и проблема решена. Продукты, богатые железом. Морская капуста, шпинат, гриб-сморчок, гриб-масленок, сельдерей. Продукты, богатые биотином, шампиньоны, вешенки, яйца куриные, треска, морская капуста. Если это не помогло, тогда шаг 2. Следующей причиной слоящихся ногтей может быть низкий уровень кальция. Однако дефицит кальция возможен не только из-за того, что вы мало употребляете кальция, но часто из-за нехватки витамина D. Этот витамин помогает организму нормально усваивать кальций. Следовательно, перед тем, как увеличивать потребление кальция, вы должны убедиться, что получаете суточную норму витамина D. Где его брать лучше всего? Взрослым и детям рекомендуется чаще бывать на солнце и дышать кислородом. Это лучший путь увеличить количество витамина D в организме. Еще есть продукты, богатые витамином D. Это грибы-лисички, рыбий жир из печени трески, гриб-сморчок, карп, сельдь тихоокеанская жирная. Если и это не решит проблему, тогда, скорее всего, вы недополучаете рекомендованную суточную норму минерала кальция. И это шаг 3. На заметку. Если кальция не хватает, ваше тело пошлет вам следующие симптомы, или сказать проще, предупредительные сигналы. Это утомление, слабость и боль в мышцах, подергивание мышц, слабые хрупкие кости, судороги в ступнях или в голенях. Вообще с кальцием не все так просто, как кажется. Если вы не собираетесь возиться с кальцием из продуктов питания и предпочитаете биодобавки, то примите к сведению следующее. Лучшими источниками кальция являются лактат кальция, орарат кальция и цитрат кальция. Однако не употребляйте карбонат кальция, потому что он очень плохо усваивается организмом. Обязательно читайте на упаковке биодобавки, какая в нем форма кальция. Далее, если вы желаете получать кальций из продуктов питания, то самый простой путь – добавьте в рацион высококачественные органические сыры. Однако помните, недостаток кальция плохо и избыток плохо. Чтобы не переборщить, важно считать, сколько вы употребляете в день продуктов, содержащих кальций, плюс сколько вы получаете кальция с водой. На эту тему я делал видео, можете посмотреть. При этом я знаю, что 9 из 10 человек не станут морочиться с этими расчетами и просто купят БАДы. Лично я отношусь к тому одному из 10, который учится все получать из продуктов, и мне несложно считать. Дело в том, что с БАДами не все так просто. Есть один момент относительно кальция в БАДах, о котором мало кто знает. Добавки с кальцием, которыми завален рынок, в основном сделаны на основе соли или коллоидных минералов на основе морской соли. Доказано, что такой кальций усваивается очень плохо, потому что это совсем другие химические соединения, их труднее усваивать. Лучший кальций с точки зрения усвояемости – тот, который получен из растений, которые росли на богатой микроэлементами почве. Растение впитывает эти микроэлементы из почвы, и когда вы его съедаете, все элементы легко усваиваются. Есть научные доказательства, что химические соединения из растений в 15 тысяч раз меньше, чем микроэлементы из моря. Их частички очень маленькие, поэтому они легко усваиваются, отлично действуют, и их не нужно много. Какие растения или их семена богаты кальцием? На экране топ-10 лидеров. Первое – руккола, далее сельдерей, лук зеленый, петрушка свежая, салат-латук, пекинская капуста, шпинат, черемша, семя мака, семя кунжута.
Просто добавляйте эти растения и семена в рацион, и вы получите качественный кальций, за который вам не нужно переживать, что он отложится в суставах или будет вымывать кальций из ваших костей. Это действительно качественный и безопасный микроэлемент. Разумеется, кушать все это нужно в меру и не впадать в крайности. Если у вас есть вопросы по теме слоящихся ногтей или вы хотите что-то добавить, не стесняйтесь оставить комментарий.